Всем привет! Вы на канале Вкусно дома, и с вами я, Ольга Молодцова. Давно на своем канале я не готовила пиццу, и сегодня будет как раз такое блюдо, но не совсем обычное. Все ингредиенты у нас будут как на обычную пиццу, но выглядеть она будет по-особенному. Итак, что нам сегодня понадобится? Полкилограмма муки, 150 мл воды, чайная ложка сухих дрожжей, столовая ложка оливкового масла, чайная ложка соли, чайная ложка перца, 150 граммов сыра, небольшой пучок свежего базилика и 200 граммов резаных томатов в собственном соку. И начнем мы с того, что нужно замесить тесто. Для начала в муку вмешаем соль и сухие дрожжи. Промешаем все как следует. Добавляем воду, оливковое масло и как следует вымешиваем тесто. Так как мука разная, вам может немного не хватить воды, что у меня сейчас и произошло. Я буду понемногу добавлять ее и замешиваем тугое эластичное тесто. Дальше это будет удобнее делать руками. Тесто нужно вымешивать достаточно долго, минут 10 как минимум, чтобы оно стало упругим, гладким и однородным. Вот такая красота у нас получается. Пока оставляем тесто настояться минут на 15-20, а тем временем займемся начинкой. Сыр нужно натереть на крупной терке. Можно использовать моцареллу или любой другой хорошо плавящийся сыр. Затем мелко нашинкуем свежий базилик. У меня довольно крупные кусочки резаных томатов, поэтому я их слегка разомну вилкой или можно их немного взбить в блендере. К ним добавляем черный перец и базилик. И тщательно все перемешиваем. Прошло 20 минут, к этому времени наше тесто полностью готово. Сейчас его нужно разделить на 3 равные части. Поверхность слегка присыпем мукой и раскатаем каждую часть в тонкие круглые пласты одинакового диаметра. Толщина теста должна быть очень тонкой. Дальше собирать нашу пиццу-пирог лучше на пекарской бумаге. Чтобы пирог не прилип к бумаге, ее можно смазать растительным маслом, либо использовать форму с тефлоновым покрытием. Теперь смазываем его половиной томатного соуса. Посыпаем половиной натертого сыра и покрываем вторым слоем теста. Повторяем всю эту процедуру еще один раз с оставшимися ингредиентами. А теперь с помощью небольшого круглого салатника выделяем середину. От нее остальную пиццу-пирог нужно разрезать на 12 частей. Для начала разрежем на четверти, а затем каждую часть еще на 3. И теперь самое интересное. Каждую полоску нужно развернуть вокруг своей оси 2 раза, в противоположную друг от друга сторону. А чтобы верх у нас был еще более красивым и золотистым, смажем его желтком с помощью силиконовой кисточки. И теперь перекладываем нашу пиццу-пирог на противень. Именно поэтому мы брали пекарскую бумагу, чтобы это было легко сделать. Выпекаем при температуре 200 градусов в течение 30-35 минут до румяного цвета. Отличное сочетание тонкого теста и сочной сырно-томатной начинки делают этот пирог-пиццу невероятно вкусным. Если вам понравился этот рецепт, то обязательно поставьте лайк.
Также подписывайтесь на мой канал и не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые рецепты. Заходите в мою группу ВКонтакте и в Инстаграм, все ссылочки будут в описании под этим видео. Пишите мне комментарии. Ну а на этом у меня все. Приятного вам аппетита. Пока!